Всем привет, друзья! Я решил снять новое видео про муравьиных львов. Еще в прошлом году я нашел одно место, где очень много этих удивительных существ. Это место находится на окраине большого луга. И вот сейчас я как раз туда еду. Обратите внимание, какая тут песчаная почва. Вот я уже не могу ехать, и мне приходится слезать с велосипеда и дальше идти пешком, потому что колеса просто вязнут в песке. А муравьиные львы, как известно, очень любят песок. Именно в песке они и строят свои ямки-ловушки. Вообще, взрослый муравьиный лев – это насекомое, напоминающее стрекозу. Эти насекомые откладывают яйца в песок, а из яиц рождаются вот такие личинки. Именно этих личинок и принято называть муравьиными львами, потому что они выкапывают ямки-ловушки и охотятся на муравьев. Потом эта личинка превращается в кокон, и из кокона снова рождается взрослое насекомое. Вот такой цикл развития этого удивительного существа. А тем временем я уже приехал на место и увидел, что кто-то катался тут на квадроциклах. Весь песок вспахан колесами. Кто-то здесь неплохо повеселился. Я надеюсь, после этого тут остались живые муравьиные львы. Кажется, да, я вижу эти воронки в песке. Значит, муравьиные львы тут есть, и можно приступать к их поискам. Чтобы поймать муравьиного льва, потребуется контейнер и сито. Нужно найти вот такую воронку в песке и зачерпнуть песок, так, чтобы захватить льва на дне воронки. Теперь нужно аккуратно просеять песок через сито, и вот он, муравьиный лев, смотрите, первый попался. Да тут их просто огромное множество. Я еще раз зачерпнул песок и просеял его через сито, но в этот раз муравьиного льва там не оказалось. Ничего страшного, я все равно продолжу поиски. Давайте посмотрим вот эту ямку. Просеиваю песок, и вот он, красавчик, есть! Кстати, интересный факт. Личинка муравьиного льва передвигается только задом. Таким образом, она закапывается в песок, а голова с челюстями остается снаружи. Кстати, охота на муравьиных львов, оказывается, это очень увлекательное занятие. И вот я пришел домой, я даже не знаю точно, сколько муравьиных львов находится в этом контейнере. Штук 5 или 6, наверное, я не считал. Я оставил контейнер на столе, и вот что там начало происходить. Муравьиные львы принялись бороздить песок в разных направлениях. Таким образом, они исследуют новую территорию. Очень интересно наблюдать за этим процессом. Прошло некоторое время, и муравьиные львы приступили к сооружению своих ловушек. Посмотрите, как интересно происходит этот процесс. Муравьиный лев начинает двигаться по спирали от края к центру и при этом постоянно выбрасывает песок за пределы круга. Таким образом, он создает свою ловушку в виде ямки и в конце концов занимает свое место в самом низу этой ловушки. Обычно в природе муравьиные львы выкапывают свои ловушки на некотором расстоянии друг от друга, но тут в контейнере львов много, а места мало, и получается так, что они выбрасывают песок в ямки к соседям. Выглядит это довольно забавно. Но муравьиным львам не до смеха, они никак не могут понять, кто же мешает им вырыть ямку и сыпет сверху песок. В общем, этот контейнер простоял у меня 2 дня, и я решил все-таки посчитать, сколько же муравьиных львов я поймал. Я взял пустой контейнер, а также сито, и начал просеивать песок, чтобы посчитать муравьиных львов.
И тут я увидел кое-что удивительное. Смотрите, это коконы муравьиных львов. То, что я рассказывал вам в начале видео. Эти песчаные шарики и есть коконы, внутри которых идет превращение личинки во взрослое насекомое с крыльями. Муравьиные львы пробыли у меня всего пару дней, но уже успели окуклиться. Это удивительно. Кстати, эти коконы внутри сделаны из нитей, похожих на шелк. Нити выделяет муравьиный лев и, переплетая с песчинками, делает вот такой незаметный кокон, который похож на обычный шарик из песка. Я вообще не ожидал, что увижу у себя коконы. Я взял террариум и насыпал в него немного песка. Потом выкопал ямку и аккуратно положил туда эти 3 кокона. Мне прямо страшно их брать. Кажется, что это песок и сейчас он рассыпется у меня в руках. Но на самом деле эти коконы довольно твердые. В общем, я зарыл их в песок, чтобы дождаться, когда из них вылезет взрослая особь с крыльями. Также я установил 2 палочки, чтобы они могли взобраться на них, когда вылезут из кокона. И я обязательно покажу вам это. А вот и муравьиные львы, которые у меня остались. Их всего 5 штук. То есть изначально, получается, их было 8, пока 3 из них не окуклились. Посмотрите, как устрашающе они выглядят. Для человека они полностью безопасны. А вот для муравьев и других мелких насекомых это настоящие беспощадные чудовища. Внутри этих челюстей находятся пустоты. То есть это по сути 2 трубочки. Когда лев хватает добычу, он впрыскивает через эти трубочки яд, а потом через эти же трубочки высасывает все соки. А представляете, если бы муравьиные львы были огромные и подстерегали людей на песчаных пляжах? Это был бы отличный сюжет для триллера, не так ли? Ладно, давайте выпустим их обратно в песок, потому что тут они чувствуют себя очень некомфортно. Кстати, контейнер не нужно ничем накрывать, так как муравьиные львы не могут из него убежать. Я пришел на следующий день, и вот что я увидел. Муравьиные львы построили 4 ловушки. 1 огромная и 3 маленькие. Наверное, это самый жадный и голодный лев построил самую большую ловушку. А другие 3 льва, наверное, не такие голодные. А потом я увидел 5-го муравьиного льва. Он лежал мертвый в углу контейнера. Что же с ним случилось? Я взял его пинцетом и положил на ладонь, чтобы лучше рассмотреть. Еще вчера он был жив, а сейчас выглядит так, как будто он умер неделю назад. Он весь высох. А что, если он попал в ловушку к другому льву, и тот высосал из него все соки? Может быть такое или нет? Как вы думаете? Мне стало интересно, а что, если муравьиный лев попадет в ловушку к другому льву? Что произойдет? Съест он его или нет? А давайте это проверим. Сейчас я брошу этого муравьиного льва в ловушку, и мы посмотрим, что произойдет. Напишите, как вы думаете, что сейчас произойдет? Схватит ли он его или нет? Давайте проверим, кто из вас угадает правильно. Итак, готовы узнать, что произойдет? Бросаю. Ну, давай, падай, давай же. Лев упал точно в самый низ ямки, и мне показалось, что его схватили, но он вдруг развернулся и вырвался. Смотрите на замедленном повторе. Он упирается и вырывается. А дальше вот что происходило. Как только лев начинал шевелиться, сразу же тот, который в ямке, начинал подсыпать песок, чтобы он скатился вниз. Но первый лев тоже хитрый, и он шевелился небольшими движениями, стараясь уйти задом в песок и не обрушиться вниз в челюсти ко второму льву. Все-таки мне кажется, что иногда львы в природе попадают в ловушки к своим собратьям, и они могут их съесть. Посмотрим, сможет ли этот лев избежать этой участи. По чуть-чуть, понемногу ему все-таки удалось зарыться задом в песок, и он остался жив. И это хорошо, друзья. Я бы расстроился, если бы его съели. А давайте в качестве утешительного приза положим сюда муравья. Пускай этот самый голодный лев, который вырыл самую большую ловушку, все-таки поест. Но получилось не так, как я рассчитывал. У муравья были свои планы. Он бегал туда-сюда и никак не хотел попадать в большую ловушку. В конце концов, муравей ушел в сторону маленьких ловушек и как будто выбирал, в какую из ямок ему лучше провалиться. И в результате все-таки выбрал.
Как только муравьиный лев почувствовал падающий песок, он сразу начал подсыпать еще песок под ноги жертве, чтобы она скатилась вниз прямо к нему в челюсти. И вот он уже схватил бедного муравья. Кстати, если взять щепотку песка и посыпать прямо в ловушку, то лев будет думать, что кто-то упал к нему в ямку и начнет сразу подсыпать песок. Вот смотрите, сразу видно морду с огромными челюстями. Можете попробовать сделать то же самое, если вдруг где-нибудь увидите ловушку муравьиного льва. А еще я взял 2 листа прозрачного пластика, 3 деревянных бруска и клей. Потом я нанес клей на брусок и приклеил его к пластику. Точно так же я приклеил еще 2 бруска. А потом сверху приклеил 2-й лист прозрачного пластика. Получился вот такой очень плоский аквариум. В этот аквариум я насыпал песок и потом посадил туда муравьиного льва. Когда муравьиный лев выкопает ловушку, то мы сможем увидеть эту ловушку как бы в разрезе. По крайней мере, у меня такая задумка. Но это я покажу уже в одном из следующих видео. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение, если вы еще не подписаны. Ну а на сегодня все. Всем пока!